Привет, друзья! Существует очень популярный миф, мол, если у тебя к выходу на заслуженный отдых, то есть на пенсию в Германии, в кармане лежит 100 тысяч евро, все в порядке. Многие живут с этим чувством спокойствия, но сегодня я хочу на конкретных цифрах показать, почему эта сумма может давать лишь ограниченное ощущение безопасности и в реальности часто оказывается недостаточной. Давайте разберем ситуацию на примере 30-летней Эмилии. Сейчас она работает на полную ставку и получает на руки 2500 евро. Чтобы на пенсии сохранить привычный уровень жизни, не отказываться от отпусков или хобби, ей нужно хотя бы 2000 евро в месяц. Это около 80% от ее нынешнего дохода. Согласно расчетам, государственная пенсия Эмилии может составлять около 1200 евро. И вот здесь появляется разница, ее пенсионный разрыв, примерно 800 евро ежемесячно. Многие думают, у меня же есть мои 100 тысяч, но если разложить эту сумму на годы, окажется, что она дает около 250 евро прибавки в месяц, а разница, напомню, около 800. Как примерно оценить свою цель, чтобы не промахнуться? Часто используют так называемое правило 25. Его суть в том, что на каждые 10 тысяч накоплений можно ориентировочно рассчитывать около 25 евро в месяц при долгосрочном подходе. Если применить эту формулу к нашей героине, то 800 евро умножаем на 12 месяцев и на коэффициент 25. Получается, что для покрытия такой разницы может потребоваться порядка 240 тысяч евро, а не 100. И это расчет в текущих ценах, без учета той же инфляции, которая со временем может снизить покупательную способность накоплений. Так что, если вы до сих пор ориентировались на сумму в 100 тысяч, как на долгосрочную, возможно, стоит пересмотреть свои планы заранее. 100 тысяч евро в вакууме на самом деле сейчас нам с вами кажется целым состоянием, но в контексте 30-летней перспективы это скорее фундамент, а не готовое здание. Если придерживаться консервативного пути, например, классических пенсионных страховок с их низкой доходностью, то эти деньги могут превратиться примерно в 250 евро ежемесячной прибавки. Для нашей героини Эмилии это меньше трети от того, что ей на самом деле нужно, чтобы сохранить привычный образ жизни. По сути, рассчитывать только на эту сумму, как я сказал, без дополнительного роста капитала – рискованный подход, последствия которого могут проявиться, конечно же, со временем. Но картина заметно меняется, если капитал начинает работать и активнее. Если же эти 100 тысяч инвестировать в широко диверсифицированные индексные фонды ETF при ориентире на историческую среднюю доходность, напомню, около 6% годовых, математика выглядит совершенно иначе. В таком сценарии потенциальный ежемесячный доход может достигать примерно 500 евро, а это уже, видите, значительная часть пенсионного разрыва. Согласитесь, ощущение, что существенная доля будущих расходов покрывается за счет именно собственных накоплений, это совсем другой уровень. Возникает резонансный вопрос: зачем разбираться в этих расчетах в 30 лет, когда до пенсии еще так далеко? Ответ кроется в одном из ключевых принципов инвестирования – это времени. Благодаря эффекту сложного процента, о котором я вам ранее рассказывал, каждые несколько лет промедления в молодости могут заметно сказаться на результате в будущем. Тот, кто начинает в 30 лет, часто откладывает более комфортные суммы, тогда как позже нагрузка на бюджет становится ощутимо выше. Конечно, все расчеты индивидуальны, возможно, к моменту выхода на пенсию ваша ипотека будет полностью выплачена, что и снизит уровень обязательных расходов, или работодатель, например, предложит корпоративную пенсию, но полностью полагаться на неопределенные факторы вопроса, которые влияют на качество жизни в долгосрочной перспективе, не самая надежная сегодня стратегия. Гораздо разумнее заранее понимать свою ситуацию и ориентироваться на реальные цифры, чтобы избежать неприятных неожиданностей в будущем. Ну что, с долгосрочным планированием разобрались, теперь давайте спустимся с небес на землю к вопросам, которые могут коснуться каждого уже завтра.
Все мы привыкли, что деньги в конверте – это самый простой и приятный подарок, например, на свадьбу, юбилей или новоселье. В Германии эта традиция жива, но современная реальность такова, что обычный жест щедрости может внезапно превратиться в неожиданный юридический вопрос. Речь идет о тех случаях, когда суммы выходят за рамки карманных расходов, а документы и подтверждение происхождения в этих средств отсутствуют как класс. Закон, конечно, не запрещает дарить вам, близким, любые суммы наличными, но он устанавливает определенные, скажем так, рамки, о которых многие забывают в порыве гостеприимства. Вся хитрость кроется в налоговых лимитах и правилах борьбы с отмыванием денег. Например, между супругами действует внушительный порог до 400 тысяч евро раз в 10 лет без налогов. А вот если вы решили поддержать брата или сестру, ваша щедрость без последствий, назовем так, ограничена всего 20 тысячами за тот же период. Все, что сверху, это уже может заинтересовать налоговую службу. Особая зона внимания начинается с отметки в 10 тысяч евро. Если такая сумма внезапно оказывается на банковском вашем счете, без внятной истории банк вправе задать дополнительные вопросы. Это часть глобальной такой системы контроля. Государству важно понимать, что эти деньги имеют прозрачное происхождение. Но когда же подарок в конверте становится по-настоящему чувствительным с точки зрения закона? Во-первых, если происхождение капитала не ясно. Неспособность ваша объяснить, откуда взялись крупные суммы, может привести к дополнительным проверкам в рамках законодательства о финансовом контроле. Во-вторых, попытка обойти правила, дробя одну большую сумму на мелкие части, чтобы не, скажем так, привлекать внимание. Часто такое расценивается как попытка обхода установленных требований. И, пожалуй, самый чувствительный момент касается тех, кто получает социальное пособие, например, по безработице. Для системы такая помощь, скажем так, от родственников – это доход, который может повлиять на размер или право на государственные выплаты. Так что прежде чем передавать или принимать заветный конверт, стоит трижды взвесить, не обойдется ли этот сюрприз дороже самой суммы подарка. Чтобы благородный жест не превратился в повод для объяснения налоговой, важно также с самого начала играть по правилам прозрачности. Если вы планируете передать крупную сумму наличными, лучше избегать формата из рук в руки, без подтверждения. Оптимальное решение – это зафиксировать этот факт на бумаге. Простой договор дарения или даже детальная расписка снимает массу вопросов в будущем. Для банка и регуляторов это юридический маркер того, что средства не возникли случайно, а имеют понятный статус подарка. Особо внимательный подход требуется, когда цифры в конверте становятся пятизначными. В такой ситуации предварительное уведомление налоговой службы – это способ снизить риски недопонимания при проверках. Параллельно с этим важно сохранять, скажем так, бумажный след происхождения самих денег. Если вы сняли их со своего счета, сохраните банковскую выписку или чек из кассы. Без этого подтверждения, даже полностью легальное накопление, могут вызывать дополнительные вопросы. Для тех же, кто оказывает регулярную финансовую поддержку, например, помогает детям-студентам или родителям, классические наличные постепенно теряют свою актуальность. Гораздо безопаснее и, что немаловажно, удобнее перевести средства через банк с четким назначением платежа – дарение. Такая пометка в выписке – это ваш долгосрочный цифровой аргумент, который не потеряется и не создаст лишних вопросов при проверке. А в долгосрочной, кстати, перспективе требования к операциям с наличными, вероятно, будут еще усиливаться. Общий тренд на повышение прозрачности финансов и обсуждение цифрового евро указывают на то, что контроль за денежными потоками станет более строгим. Мы с вами постепенно движемся к тому формату, где безналичные переводы занимают все большую роль в крупных операциях. Дарить, скажем так, по старинке никто не запрещает, но такие операции могут требовать большего внимания к оформлению. И главный вывод наш прост. Осведомленность о правилах сегодня – это ваш финансовый покой завтра. Но давайте посмотрим правде в глаза. Привычка передавать пачки купюр из рук в руки – это своего рода романтизм из прошлого века, который в современных реалиях Германии выглядит как сигнал внимания для регулятора.
Пока банковские транзакции прозрачны для системы, как на ладони, наличность остается для государства менее прозрачным инструментом. Именно поэтому зона свободного маневра здесь стремительно сужается, обрастая слоями бюрократии и дополнительными процедурами контроля. Сегодня дарение крупных сумм наличными в обход банков — это уже не просто какой-то жест широкой души, а решение, которое требует особой от вас осторожности. Фундамент закона прост. Прозрачность важнее намерений. Я уже упоминал лимит в 400 тысяч для супругов, но важно помнить о правиле 10 лет. На самом деле это не безлимитный такой абонемент. Если вы решите проявить щедрость повторно, в этот же период налог включится автоматически, и не стоит недооценивать аналитические возможности налоговых органов. Современные алгоритмы фискальной службы способны выявлять повторяющиеся схемы переводов. То, что может казаться удобным способом подарить частями, для инспектора может выглядеть как попытка обойти установленные правила. Особое внимание это предпринимателям и фрилансерам. Для людей из бизнеса любое движение крупных личных средств должно быть задокументировано максимально корректно. Оформление договора и своевременное уведомление – это тот способ защитить себя от возможных вопросов в будущем. В случае же спора финансовые органы в первую очередь ориентируются на предоставленные документы. Поэтому именно вам важно иметь подтверждение происхождения этих средств. Без бумаг этот процесс может затянуться и привести к дополнительным финансовым для вас издержкам. В условиях цифровой экономики банковский перевод остается самым простым и безопасным способом зафиксировать это дарение. Ведь в конечном итоге, передавая крупную сумму наличных без оформления, вы все-таки рискуете создать близким не только приятный момент, но и дополнительные вопросы со стороны контролирующих органов. С 1 марта 2026 года финансовая обстановка Германии окончательно перешла на новые рельсы. Вступила в силу директива с труднопроизносимым названием ГВГ Мильдфау, и это событие можно сравнить с установкой камер высокого разрешения на дорогах, где раньше стояли только знаки. Теперь банки обязаны передавать информацию о операциях, попадающих под критерии контроля в отдел финансовой разведки ФИУ по единому цифровому протоколу. Если раньше банковский контроль напоминал, скажем так, ручную работу, где инспектор мог вчитываться в примечания к платежке, то теперь все больше процессов опирается на автоматизированные системы, включая GoAML Web. Банкам больше нельзя отправлять отчеты в свободной форме. Теперь, если операция попадает под установленные параметры, требуется заполнение обязательных полей. Кто является владельцем средств, каково их происхождение и какова предполагаемая цель перевода. Если же банк не может заполнить хотя бы одно из таких полей из-за отсутствия информации со стороны вас, клиента, операция может быть приостановлена до уточнения данных. Это создает ситуацию, когда банк, скажем так, ограничен регламентом, он обязан действовать в рамках системы и не может завершить операцию без необходимой информации. Почему же это так важно именно сейчас? Интеграция в системе GoAML Web означает, что информация о движении средств обрабатывается значительно быстрее, чем раньше. Это похоже на такое объединение инструментов анализа в единую цифровую среду. Алгоритмы могут сопоставлять текущие операции с типичным финансовым поведением клиента за предыдущие периоды. Например, нетипичные изменения активности, то есть резкое пополнение счета после длительного перерыва или серия однотипных переводов, могут требовать дополнительного внимания со стороны банка. В 2026 году банковская система становится более прозрачной, потому что в ряде случаев требуется подтверждение данных по операциям, и при отсутствии пояснения обработка может занять больше времени до завершения проверки. Теперь давайте разберем, на чем именно спотыкаются современные банковские алгоритмы. После введения новых стандартов чувствительность системы мониторинга заметно выросла. В поле внимания попадают не только какие-то крупные транзакции, но и вполне бытовые операции, которые просто выбиваются из вашего привычного финансового портфеля. В первую очередь система обращает внимание на любые разовые поступления, которые отличаются от обычной активности. Для нее это сигнал, требующий дополнительного уточнения.
Но гораздо интереснее то, как алгоритм анализирует серийность. Частое внесение наличных через банкомат небольшими порциями теперь могут вызывать больше вопросов, чем, например, один крупный перевод. Программа может интерпретировать это как разбивку суммы в рамках действующих порогов контроля. Аналогичная ситуация с международными переводами. Если деньги приходят из-за пределов еврозоны, банк вправе запросить дополнительную информацию по этой операции. Но самым слабым звеном часто оказывается обычное поле назначения платежа. Мы привыкли оставлять его пустым или, например, писать что-то вроде «на кофе» или «за обед». В реалиях 2026 года для системы GoAML Web пустое поле – это сигнал о недостаточной детализации операции. Банк может рассматривать отсутствие четкого описания как повод запросить уточнение цели транзакции. И здесь кроется самый чувствительный юридический момент. В немецком законодательстве существует правило ограничения информирования. Если операция попадает под внутренние процедуры проверки и передается в финансовую разведку ФИУ, банк обязан соблюдать конфиденциальность этого процесса. Сотрудники не всегда имеют право подробно объяснить вам, как клиенту, причины дополнительных действий. Это часть регуляторных требований. Со стороны клиента это может выглядеть как обычное использование счета, пока внутри системы проходит анализ. Один из признаков – это появление дополнительных, иногда детальных вопросов от банка о происхождении средств. И здесь важно понимать, в этот момент менеджер не просто уточняет информацию, а сидит и заполняет обязательные поля отчетности. Если данных недостаточно или возникают паузы в подтверждении информации, операция может быть временно приостановлена до завершения проверки. И завершая тему банковского этого надзора, важно, чтобы вы понимали, какое сегодня распределение ролей в этой цифровой цепочке. На бумаге у рядового гражданина или владельца, скажем, бизнеса нет прямой обязанности обращаться в финансовую разведку с отчетами. Эта бюрократическая нагрузка полностью, как я сказал, лежит на плечах финансовых институтов. Однако на практике ситуация выглядит совершенно иначе. Именно вы становитесь основным источником информации, когда системе требуется дополнительное уточнение. Любое отклонение от привычной активности, будь то неожиданный перевод от родственников или за границы, или даже продажа старого автомобиля за наличные, может потребовать от вас подтверждающих документов. Если вам поступил звонок или письмо из банка с просьбой прояснить ситуацию, важно реагировать без существенных задержек. Стратегия «отвечу через неделю» здесь может привести наоборот к дополнительным вопросам. В реалиях 2026 года длительные такие паузы объяснения могут восприниматься наоборот системой как недостаток информации, что способно привести к приостановке ваших операций или увеличению срока проверки. Тем же, кто предпочитает хранить часть сбережений в наличности или периодически пополняет свой счет, стоит завести привычку сохранять подтверждающие документы от чеков из обменных пунктов до договоров покупки-продажи. В вопросах международных переводов требования к точности формулировок стали еще выше. Лучше избегать шуток в поле назначения платежа, как вы это делали раньше. Формулировки вроде «на покупку острова» или «за секретные услуги» могут привести к дополнительным проверкам операций в системе GoAML Web. Оптимальный подход – писать максимально понятно. Например, оплата счета номер такого-то или возврат займа по договору такому-то. Особенно это касается частных сделок внутри страны. Продаете ли вы iPhone или поддержанный велосипед, сохраняйте скриншоты, переписки и чеки. Это важный основной инструмент подтверждения в ситуации, когда банку требуется больше информации по операции. Если же операция была приостановлена, несмотря на предоставленные данные, не стоит пытаться решать вопрос только через стандартные каналы поддержки. В таких случаях процесс может переходить в более формализированную плоскость взаимодействия. В подобной ситуации разумным шагом будет консультация со специалистом, который именно разбирается в банковском праве и требованиях финансового регулирования. Самостоятельные какие-то попытки ускорить процесс без полной картины могут привести к дополнительным уточнениям и наоборот затянуть рассмотрение. Пока же финансовая разведка наводит порядок в цифровых переводах, в социальной системе Германии назревает спор, который многие эксперты уже называют юридически неоднозначным. Речь идет о том, как государство оценивает достойный размер жилья для тех, кто остался без работы.
Представьте ситуацию, два человека живут в похожих условиях, но одному в рамках действующих правил допускается дом до 140 квадратных метров, а другому могут попросить пересмотреть условия проживания, если его площадь превышает примерно 90 метров квадратных. Этот пример недавно рассматривался в суде в Ройтлингене. Суть в том, что в Германии существуют две параллельные логики регулирования. С одной стороны, получатели пособия Бюргергельд. Для них с 2023 года и вплоть до текущего 2026 действуют более мягкие правила. Если в семье до 4 человек, они могут оставаться в своем доме площадью до 140 квадратных метров. Государство в таких случаях рассматривает это жилье как защищенный актив, который не требуется сразу менять или сокращать. Предполагается, что это помогает людям стабильнее проходить период поиска работы, не создавая дополнительного давления. Но стоит человеку выйти на пенсию или перейти в категорию нетрудоспособности, как правило, меняются. Для тех, кто получает базовое социальное обеспечение по системе СГБ-12, допустимый порог заметно ниже. Суд в этом контексте указал ориентир около 90 квадратных метров на одного человека как верхнюю границу приемлемой площади. Все, что выше, может рассматриваться как превышение нормативов. Получается интересная такая разница в подходах. Пожилой человек, всю жизнь плативший налоги, оказывается в более жестких условиях по жилью, чем трудоспособный получатель пособия. Социальные союзы, такие как Тахелес, резко критикуют такую ситуацию и говорят о значительном неравенстве в подходах. По их мнению, в системе фактически возникают две разные логики оценки нуждаемости. При введении Бюргергельд старые нормы для пенсионеров и инвалидов остались без синхронизации, что и создало разрыв в критериях. Эксперты отмечают, что объяснение такого различия вызывает вопросы, поскольку речь идет о схожих жизненных обстоятельствах, но с разными последствиями. В результате формируется ощущение, что люди в наиболее уязвимом положении сталкиваются с более строгими требованиями по жилью, чем трудоспособные получатели поддержки. Логика немецкой судебной системы в этом вопросе на первый взгляд кажется парадоксальной, но за ней стоит достаточно строгий расчет. Государство разделяет людей по принципу перспективы. Пособие Бюргергельд позиционируется как временная поддержка, то есть человек потерял работу, проходит переобучение и потенциально возвращается на рынок труда. Поэтому в таких случаях допускаются более мягкие условия по жилью, включая до 140 квадратных метров, чтобы не создавать дополнительное давление в период нестабильности. Но как только речь заходит о социальной помощи по системе СГБ-12, это чаще всего долгосрочная ситуация. Старость или инвалидность означает, что возврат к активной трудовой деятельности менее вероятен. В таких случаях подход становится соответственно более строгим. При расчете поддержки используются доступные ресурсы человека, включая недвижимость и избыточную жилплощадь. Это отражает общий принцип системы. При реформе 2023 года прежние, более жесткие нормы для пенсионеров и нетрудоспособных людей в целом сохранились. При этом в конструкции закона предусмотрены и отдельные исключения, о которых знают не все. Федеральный социальный суд Германии в отдельных решениях указывал, что для тяжелобольных людей могут применяться защитные условия, если состояние здоровья не позволяет человеку переехать, а смена жилья может привести к серьезным последствиям или объективно затруднена, такое имущество может рассматриваться как защищенное. В подобных случаях, даже если площадь жилья превышает стандартные ориентиры, принудительное изменение жилищной ситуации может быть ограничено. Тем не менее, важную роль играет не только площадь жилья, но и его финансовая оценка. В одном из дел в Ройтлингене рассматривалась ситуация, когда отказ в базовом обеспечении был связан не с метражом, а с имущественной стоимостью доли. Речь тогда шла о том, что у заявительницы была доля в недвижимости, и ее расчетная стоимость превышала установленный порог в 10 тысяч евро. В таких случаях применяется общий принцип. Если у человека есть существенные активы, система предполагает, что они должны быть сначала использованы до получения поддержки. Этот пример показывает, что социальная система работает как такой многоуровневый фильтр. Помощь предоставляется после проверки всех доступных ресурсов, включая и финансовую оценку имущества.
На фоне споров о том, сколько квадратных метров жилья полагается человеку от государства, в политических кругах Германии все чаще обсуждают возможный пересмотр отдельных финансовых льгот, которые десятилетиями считались устойчивой частью системы для миллионов семей. Несколько дней назад Ларс Клинбель, представляющий партию СДПГ, сделал резонансное заявление на встрече фонда Бертельсмана. Речь идет о возможных изменениях одной из самых известных налоговых льгот – это совместного налогообложения супругов. Политик предложил обсудить вариант постепенного изменения правил, сохранить действующую систему для уже состоящих в браке пар, но пересмотр подходов для новых союзов. По расчетам сторонников инициативы, такие изменения могут повлиять на распределение рабочей нагрузки и стимулировать более активное участие в занятости. Чтобы понять масштаб этих последствий, нужно разобраться, как эта механика работает сейчас. Напомню, совместное налогообложение – это по сути способ распределения налоговой нагрузки внутри семьи. Когда пара подает общую декларацию, налоговая служба суммирует доходы мужа и жены, делит их пополам и рассчитывает налог на эту среднюю величину, после чего результат удваивается. Благодаря прогрессивной шкале налогообложения в Германии, где ставка, вы знаете, растет вместе с доходами, такой подход часто приводит к более мягкой налоговой нагрузке для семьи в целом. Наибольший эффект от этой системы получают пары, где доходы распределены неравномерно. Логика проста: чем больше разница между зарплатами супругов, тем заметнее влияние механизма на итоговую сумму налога. Если один, например, зарабатывает значительно больше, а другой меньше или занимается домом, итоговая разница может составлять ощутимые суммы в семейном бюджете. При этом система требует строгого соблюдения сроков и правил подачи деклараций. Существует несколько ключевых дедлайнов, нарушение которых может привести к потере льгот или дополнительным начислениям. Если же обсуждаемые изменения будут приняты, будущим супругам, возможно, придется привыкать к тому, что налоговые условия брака могут стать менее выгодными по сравнению с текущей системой. Ларс Клинбель в своем выступлении использовал достаточно резкие формулировки, назвав существующий налоговый механизм реликтом прошлого века. Эта позиция основана на логике реформирования стимулов. По его мнению, действующая система может косвенно влиять на распределение занятости внутри семьи. В частности, обсуждается ситуация, при которой при высоком доходе одного из супругов выход второго на полную занятость может приводить к значительной налоговой нагрузке, что снижает финансовую привлекательность дополнительной работы. И Клинбель предлагает пересмотреть такие механизмы, чтобы усилить стимулы к более активному участию в трудовой деятельности. Эти слова не просто политическое заявление, они частично опираются на анализ фонда Бертельсмана. Согласно опубликованным данным, значительная часть неработающих женщин в Германии указывает на ограниченную финансовую выгоду от трудоустройства в текущих условиях. Система сплитинга в таких случаях может поддерживать модель семьи, где один партнер работает на полную ставку, а другой частично или вообще не работает, в зависимости от налоговой нагрузки. Именно эту конструкцию и предлагают пересмотреть, но преимущественно для будущих браков. Уже существующие семьи, как отмечается в обсуждении, не планируется затрагивать напрямую, поскольку их финансовые решения формировались в рамках действующих правил. Разумеется, сейчас возникает вопрос, насколько вообще возможны такие изменения с юридической точки зрения. Юристы же отмечают, что полная и одновременная отмена льготы для всех категорий могла бы вызвать серьезные конституционные вопросы. Однако специалисты по налоговому праву, включая Юлию Ирман, указывают на возможные альтернативные подходы. Государство обязано обеспечить защиту базового уровня дохода, и для этого не обязательно сохранять действующую модель совместного налогообложения. Вместо этого может использоваться система базовых налоговых вычетов. В таком варианте необлагаемый минимум одного из супругов может учитываться при расчете налога второго. Это позволяет сохранить ту социальную защиту и одновременно изменить структуру налоговых стимулов, на которые указывают сторонники реформ. В экспертной среде сейчас продолжается обсуждение того, как же реализовать этот план, не затрагивая права тех, кто уже состоит в браке.
Например, Марио Хессе из Лейпцигского центра компетенции отмечает, защита уже существующих союзов рассчитывается как один из ключевых юридических вопросов при возможных изменениях. По его мнению, государству, вероятно, придется либо сохранить действующие правила для текущих пар, либо растянуть переходный период на несколько лет, чтобы семьи могли постепенно адаптироваться к новым условиям. Поэтому, если ваш штамп в паспорте уже стоит, поводом для немедленных изменений в планировании пока нет. А вот тем, кто должен готовиться к свадьбе и уже закладывать налоговое преимущество в свои расчеты, возможно, стоит внимательно следить за развитием этой ситуации. Если же разложить ситуацию сейчас по полочкам, получается следующее. Наиболее чувствительными изменения могут оказаться для семей, где работает только один супруг или где существует значительная разница в доходах. Для них итоговая налоговая нагрузка может выглядеть совершенно иначе. В то же время пары с близкими уровнями дохода, как правило, ощущают меньшую разницу, и их эффект от совместной декларации и сейчас ограничен. Для тех же, кто живет вместе без официальной регистрации, ситуация практически не меняется, они и ранее декларировали доходы отдельно. Пока это остается политическим предложением Ларса Клинболя, а не готовым изменением налогового законодательства, но судя по тому, как активно эту тему обсуждают политики и аналитические фонды, в ближайшее время можно ожидать активную дискуссию в Бундестаге. На этом у меня сегодня все. Важно следить за тем, как меняется финансовое право в Германии, учитывать возможные изменения при планировании бюджета и опираться на актуальную информацию, а не только на прежние правила, которые могут постепенно терять свою актуальность. Спасибо за просмотр.